прошлом обзоре по Hyundai, если ты его не смотрел, посмотри вот по ссылочке, очень интересно получился. Я забыл, балда, абсолютно вставить разгон, потому что мы устраивали драг-рейс между моим Mercedes C230 компрессор 95 года и вот этим Hyundai Solaris 1.6. И вот что у нас получилось. Так, короче, сейчас Holy War, битва года, Solaris 1.6 против Mercedes 2.3 компрессор. Так, пропускаем пешехода до 60 км в час в рамках законодательства. Блять, тормозим! Бля, ну слушай, по-моему, едем вровень. Ну, почти, да. Он как-то... У меня проскальзывает сцепление. Он начинает себя догонять и все. Ну, да сейчас... Давай, блядь, шевели поршнями. Давай сходу! Со скольки? Ну давай поравняемся, я тебе 3 сигнала и погнали. Ну давай. Сейчас. Я проебал передачу. Не, ну это обычно всегда так говорится. И после этого вы зададите вопрос, почему мой Mercedes 2.3, притом на компрессоре, и не смог так явно обогнать обыкновенный Solaris 1.6? Я мог бы, конечно, ответить просто, что годы берут свое, но давайте с вами рассмотрим более детально эти две машины и разберемся в плюсах и минусах обеих автомобилей. Во-первых, нужно понимать то, что это городские машины, и они исключительно созданы для городского вождения и далеко совсем не драг-рейсовые. Если говорить про двигатель у Hyundai, то, конечно, большой плюс. Это новый, свежий двигатель, это переработанный двигатель Mitsubishi, который переработали корейцы. Он инновационный, очень эффективный двигатель, и он потребляет довольно-таки немного топлива и дает внушительный хороший разгон. Он не лишен своих недостатков, потому что этот двигатель, некоторые из них не доезжают до 100 тысяч уже с задирами в цилиндрах. Этому есть несколько причин. Это не только разваливающийся катализатор, о котором я вам говорил, и засасывание пыли под стенки цилиндров. Это плюс еще то, что корейцы умудрились настолько сэкономить конструкции и не установили форсунки охлаждения стенок цилиндров на этих двигателях, которые, кстати, установлены на его предшественнике именно Mitsubishi. Плюс еще канавки в самом этом тонком алюминиевом поршне, они недостаточно глубокие, поэтому тогда, когда этот поршень нагревается, у него нету достаточного охлаждения, металл расширяется, и он своими же кольцами просто раздирает стенки цилиндров. Сначала это там 50 тысячам не так заметно, но потом машина начинает жрать масло, хуже ехать, и в итоге мотор прилетает. Конечно, уже стоит отметить то, что бедные владельцы научились уже капиталить этот двигатель. Капиталиться он достаточно доступно, то есть за $1000 можно откапиталить, запчасти есть и так далее, отгильзовать, врезать эти форсунки омывания и, в принципе, решить эту проблему. Но, тем не менее, с завода машина идет недоработанная таким образом, и вплоть до 2017 года Kia отказывалась признавать вот этот брак. И это вообще не было даже гарантийным случаем. Только уже новые двигателя, именно не Капа, а Гамма, они уже пошли с гидрокомпенсаторами, а не с обыкновенными толкателями. Ну, то есть это уже как-то решило. Ну, посмотрим, как они будут ходить. Еще пока что нету особых отзывов по поводу них. Конечно же, если говорить о мерседесовском двигателе М111, он старый, родом из 90-х, он абсолютно создавался нормальными, вменяемыми людьми, и ходит он в 4, а то и в 5 раз больше, чем вот этот корейский, естественно. Он лишен тех проблем конструктивных,
но тем не менее возраст этого двигателя и именно моей машины, то, что больше 400 тысяч пробега, наверное, уже давно скрученного, а так и 600, естественно, компрессии там нету. 4-й цилиндр болтается, кто постоянно смотрит мои видео, они об этом видели. И самое главное, почему этот Mercedes так явно не объехал вот этот Hyundai, то, что сцепление полностью убито. То есть, когда я переключаюсь на третью передачу, все, начинает 4-5 тысяч оборотов, ну, у кого проскальзывало сцепление, тот меня поймет, двигатель не едет, сцепление греется и так далее и тому подобное. Плюс еще этот двигатель, он с пониженной степенью сжатия, не то что в Hyundai, то есть он создан специально под наполнение именно компрессором, а компрессор у меня сдохший, то есть он не дает не то что там 0,3 бара, 0,4, он не знает, что он вообще дает. То есть, соответственно, если сложить вот эти все нюансы, именно то, что сама машина Mercedes, она более тяжелая, плюс у меня сидел оператор Леха, дядя Бой, привет тебе, плюс сцепление, плюс то, что двигатель уже полностью ушатан, то есть и там уже нету никакой компрессии. Соответственно, если это все сложить, то можно и получить то, что в Mercedes родом из 90-х штатный разгон 8,4 до сотни. У Hyundai нового, который на 20 лет моложе моего Мерседеса, что-то около 10. Соответственно, сейчас мой Мерседес едет, может быть, на 70%, на 60% от своей номинальной мощности. И вот мы и получили примерно среднее значение. Вот. То есть плюсы Hyundai, то, что двигатель эффективный, новые технологии и машина сама по себе легче. Минусы то, что, естественно, качество сборки, естественно, его долговечность и, естественно, надежность под большим вопросом. Плюсы Мерседеса то, что это качество, это хорошая сборка и это довольно-таки надежный двигатель. Минусы, естественно, возраст. Ну, основной минус возраст. Вот что я вам хочу сказать. Основной минус возраст и, соответственно, то, что компрессора нету, сцепления нету, там двигателя нету и всего нету. Вы сами понимаете, 24-летняя машина, она не может нормально тягаться даже с 1.6 простым двигателем от Hyundai. Вот и все. Ну, посмотрим. Может быть, мы свапнем другой мотор, мы обслужим компрессор, может быть, сделаем капиталку этого мотора, заедем еще раз, посмотрим, как будет. Но, тем не менее, Hyundai держался хорошо. В общем, будьте подписаны на канал, посмотрите видео, обзор, если вы не видели. И всем удачи. Все, пошел гулять дальше. Увидимся на новом видео. Пока.